Так, с чего бы мне начать? Вначале было слово... Нет, ну это слишком издалека. Давным-давно жил-был Котей. Ой, чушь какая-то, кому это интересно вообще? Знаете, вот так вот бывает. Делаешь видосы по целой куче онлайн-игр, а как дело дошло до любимой, даже и не знаешь, с чего начать. Не поймите неправильно. И заранее простите за водицу, но для меня World of Warcraft это не просто игра. Это довольно важная часть моей жизни. И созревал я для этого обзора невероятно долго. Ну что ж, начнем мы, пожалуй, по классике. World of Warcraft — это MMORPG от компании Blizzard Entertainment. В прошлом, а возможно и в настоящем, самая популярная MMORPG в мире. Несколько раз попадала в книгу рекордов Гиннесса, собрала вокруг себя огромнейшую фан-базу и послужила вдохновением для невероятного количества творчества, историй, а также одна из самых старых ММО, а я напомню, что World of Warcraft уже около 17 лет. 17! Люди не до конца осознают, что такое 17 лет для одной игры. Это все даже рассказывать бессмысленно, ибо про WoW знают или слышали, наверное, все люди, кто хоть немного увлекается видеоиграми. Но и мы должны понимать, что адекватно рассказать про World of Warcraft невозможно за 10-15 минут. Поэтому я подготовил этакую обзорную трилогию, где в первой части, то есть в этой, я расскажу вам историю создания и развития World of Warcraft. Во второй части мы поговорим о том, что такое современный WoW, о его игромеханиках и его контенте. И в третьей части мы подведем итоги обзора и вынесем вердикт этой великой игре. Я отвечу на многие ваши вопросы и выскажу все то, что так давно хотел. В этом цикле роликов не будет никакой сторонней рекламы. Все, о чем я попрошу, это просто поставить лайк, досмотреть ролик по возможности до конца, если понравится, репостнуть его в социальных сетях. Вторая часть ролика выйдет буквально через пару недель. Она уже готова, но ждет ваших лайков. А зная, какие вы молодцы, удивите меня их количеством. Жмите лайки. Меня зовут Даниил. Вы на канале Котей, где я разбираю различные онлайн-игры и не только, и это мой обзор на World of Warcraft. Часть первая. Создание и развитие. Сам жанр онлайновых ролевых игр, как принято считать, зародился в 1997 году, а авторство термина MMORPG приписывается Ричарду Герриоту, создателю Ultima Online и соавтору Lineage 1. И в дикие, до World of Warcraft'овские времена существовало ровно 3 мастодонта ММО. Собственно, Ultima, Lineage 1 и EverQuest. Это такие очень условные 3 ветки жанра. Нас же интересует в этой троице именно EverQuest. Боже мой, да они даже не играли в EverQuest. EverQuest — это была игра про приключения в фэнтезийном мире, где упор был на квесты и подземелья. Но у EverQuest была особенность. Она была крайне недружелюбна к новым игрокам, имела, ну уж очень замудренный интерфейс и механики. И чтобы совершать элементарные для ММО действия, приходилось откровенно сидеть и разбираться по туториалам или методам тыка. И если вы зайдете в первый EverQuest сейчас, то у вас скорее всего взорвется мозг. В некотором роде создатели EverQuest просто создали графическую оболочку для текстовых RPG. Да, они совершили нечто невероятно крутое, но осознание, что с этим делать, к ним пришло слишком поздно. Вы, наверное, спросите, при чем тут вообще EverQuest? Ответ очевиден. Именно на него ориентировались Blizzard, из EverQuest черпали вдохновение, идеи, какие-то геймдизайнерские решения. Некоторые считают, что World of Warcraft это тупо калька с EverQuest. Это вот такой казуальный EverQuest. Это не совсем так. Думаю, что EverQuest'ами я займусь после обзора на World of Warcraft сразу. Поясню вам за эти ваши EverQuest'ы. Вообще, если рассматривать изначальный концепт World of Warcraft, то он настолько сильно отличался от того, что мы увидели на релизе. Во-первых, его изначально пилили на движке Warcraft 3, и самый старый скриншот, вот этот, он датирован 1997 годом, кажется. И это прям самая-самая ранняя версия World of Warcraft, которая больше похожа на кастомку для Warcraft 3. Как вспоминал Джон Статс, один из главных левел-дизайнеров World of Warcraft, зарплата у них была маленькая, офиса не было, и они сидели в душном подвале. Даже стульев не хватало для всех разработчиков. Vivendi ничего не инвестировала, а только качала бабки. Разрабам приходилось дико кранчить. Создавать WoW было невероятно опасно и рисково. Им предстояло создать собственный движок для игры. Это сейчас каждый дятел может взять Unreal 4 и наклепать что-то свое, а тогда это был адский труд. Вот так WoW выглядел в 1999 году, и в финальной версии от этого не осталось ни строчки кода. Все переписали и переделали. А вот такие расы были в 2000 году.
году. Они, конечно, тоже подверглись переделке, особенно андеды. И, кстати, изначально гномов и троллей вообще не было, их добавили уже на финальных стадиях разработки. А ведь когда-то Джефф Каплан, который недавно покинул студию Blizzard, пропустил выставку E3, потому что был занят и рисовал карту для низин Арати. Коллеги шутили над ним и говорили, что он сделал карту Атари. 12 августа 2004 года, кстати, является днем рождения Аниксии. Ее модель тоже была недоделана, а это вообще был первый тестовый бой с ней. Тестовые бои с драконами в 2021 выглядят немножко иначе. Ну и первый трейлер, где World of Warcraft выглядел как-то по-другому и более загадочно, более брутально, что ли, я не знаю. Хотя можно легко разглядеть все локации, уже нам знакомые элементы, брони, оружие, но все же эта всратость моделек и анимаций в глаза явно бросается, да и звуковое сопровождение, и много чего еще. Но тем не менее, что-то в этом трейлере, конечно, есть. В общем, над миром Warcraft провели просто капитальную и колоссальную работу. И, кстати, забавный факт, что вы можете запустить альфа-версию WoW на своем компе, чисто потестить, эмулятор есть в открытом доступе. Жалко, что не при альфа-билд, именно еще совсем ранний, со старым интерфейсом. А знаете, какой самый важный фактор, который позволил WoW выстрелить и стать легендарной игрой? Никто не лез к разрабам. Опять же, со слов Статса, успех пришел по причине того, что руководству было фактически плевать на то, чем занимался коллектив. А потому, получив свободу в плане принятия ключевых решений, разработчики применяли даже самые смелые свои инициативы. Они творили и наслаждались процессом, несмотря на то, что такую работу могли посчитать настоящей каторгой. Но у них было главное — любовь к игре и к своему делу, которая для многих из Blizzard стала первым шагом к мировой славе. Куча лет кропотливой работы, нестандартных решений и экспериментов, а также общая идея EverQuest. И в 2004 году мир увидел MMORPG, ставший настоящей легендой. Конечно, да, в 2021 году рассказывать про WoW Classic немножко удобнее за счет того, что каждый игрок примерно понимает, что это, и может сам лично поглядеть на этот мир и геймплей этих версий. И вы прекрасно знаете, что максимальный уровень тогда был 60-й, маунта не было до 40-го, и не факт, что даже на этих левелах вы его возьмете. Прокачка была безумно хардкорной, рейды эпичными, трава зеленее, да и орки не чета нынешним, и прочее. Опять же, смотреть на классику через призму современности и классических серверов весьма своеобразно. И это то, что мы сами можем изучить. Но здесь не все так однозначно. Как минимум, мы обязаны учитывать факт, что ванила тоже далеко не сразу стала версией 1.12, а современная классика это вообще 1.13, кстати говоря. Даже эта версия весьма и весьма своеобразна, с кучей не багов, а фич, сырым интерфейсом, отсутствием каких-то элементарных для WoW вещей, странным классовым балансом и всякое такое. Но когда ванила только вышла, она была еще хуже с этой точки зрения. Например, целый год сервера игры работали через большую жопу и тупо не справлялись с наплывом игроков. Никаких компенсаций, скидок или чего-то такого за это не было. Количество багов просто поражало, причем багов настолько лютых, что могли привести к крашу всего сервера. Например, знаменитый баг с чумой Хакара, который на несколько дней парализовал сервер. Были баги, приводившие к дикому абузу, делающему тебя чересчур сильным. Но игрокам на это все было совершенно насрать, потому что именно люди сделали успех World of Warcraft. Если подобный проект выпустить сейчас, будь он до безумия в теории хорошим, но вот если его техническая реализация будет плохой, ему конец. Тогда все было иначе, и люди были готовы стерпеть эти нюансы. Во-первых, потому что аналогов особо-то и не было, и даже с такой кривой реализацией, WoW был более интересный и лояльный для масс игроков. И во-вторых, что по своей концепции World of Warcraft был безумно хорош. Это был огромнейший и крайне интересный open world. Крутые классы, хоть и не до конца работающие, но по-своему уникальные и интересные, с крутыми фишками. Правда, конечно, да, с крайне недоработанной классовой системой. Огромное количество интересных квестов, причем не было этих ваших аддонов, не было базы данных, и абсолютно все приходилось изучать методом тыка, вычитыванием квестов, общением в чате, кооперацией с игроками. Попробуйте сейчас, чисто для интереса, попробовать покачаться без квести, чисто по описанию квестов. При этом у вас останется русская локализация, и все равно получится этакий Morrowind Experience. Да, огромные многоуровневые и разветвленные подземелья,
подземелья типа Черной горы, которые даже в 2021 году поражают воображение своими масштабами. Тогда это вообще был отвал даже не жопы, а вообще всего. Эпичные рейды, куча ПВП, миллионы интересных ситуаций в open world. Да, правда, все это было далеко не сразу. Даже ПВП-системы в игре на старте не было адекватной. Все просто набивали Хонора в open world, например, около Таран Мила, это до введения первых БГ. И еще куча и куча различных нюансов, связанных с сыростью и откровенной недоработанностью игры. Сейчас так в игры уже не играют. Тогда у людей был неиссякаемый дух авантюризма. Игроки были первопроходцами. Не только в World of Warcraft. Попробуйте прокачаться сейчас, в классике, без аддона квести. Да вообще без аддонов. А теперь представьте, что кач до версии 1.7, если я не ошибаюсь, был в 1,5 раза хардкорнее. Была тонна багов, сервы постоянно лагали, и еще FPS себе порежьте примерно до 40 и будет норм. И то у вас при этом останется нормальный интернет-коннект. И глядя сейчас, как на классических серверах контент закрывают за считанные часы после его открытия, на все это смотришь с некоторой долей снобизма, наверное, что ну не так в эту вашу ванилу играть надо, ну не так. Сюжетно же, World of Warcraft ванильно представлял из себя этакий набор локальных конфликтов, в некотором роде последствий Третьей войны, которые приходилось разгребать игрокам, так как силы королевства были очень ослаблены. Даже если вы откроете хроники, то сюжетно это обосновано в главе «Явление защитников», том 3, то есть игроки вписаны в лор. У нас не было какой-то единой цели, которой мы шли через все дополнение, будь то или Дан, или Король Лич, или Смертокрыл. Тут было немного другое с точки зрения структуры. Сначала нас кошмарят орки и дворфы Черной горы с этими вашими рагнаросами. Затем тролли в Зулгурубе пытаются призвать Хакара. Анкераж, где засел Ктун и надо было бить его на опережение в Силитусе. Ну и в итоге остановить Наксрамос и выбить остатки плети из чумных земель. Но несмотря на отсутствие структуры и какой-то единой цели, это был самый настоящий симулятор авантюриста в мире Warcraft. И эта структура проканала. И это было то, чего люди хотели после Warcraft 3. И даже технические проблемы игры можно было простить. Короче говоря, с технической точки зрения классического World of Warcraft, Близзарды в некотором роде вытянули счастливый билет. Игра была с огромным потенциалом, да, но с технической точки зрения она была ужасна, и ее допиливали на ходу. Но игроки оценили этот мир и эти масштабы, и лишь благодаря игрокам World of Warcraft смог пережить это в некотором роде страшное время для игры, и Близзарды смогли допилить игру за счет первого аддона. Вы не готовы! The Burning Crusade — это первый аддон для World of Warcraft, который многие игроки что тех времен, что нынешних, условно называют допиленной классикой. И снова забавность, ибо в БК можно поиграть совершенно легально на серверах классических версий. Кстати, если вы смотрите ролик в будущем, когда уже открылись ЛК Classic сервера, напишите об этом в комменты. Привет из будущего передавайте. Но, собственно, про Burning Crusade вы тоже знаете почти все. Из огромного Азерота, где действие игры происходило сразу на 2 континентах, игроков отправили в Запределье, расколовшуюся планету Дренор, родину орков. Там мы могли встретить легендарных героев по ту сторону темного портала, из книги или из Warcraft 2. Это были сыны Лотара, Кадгар, разве что Туралиона с Алерией мы не смогли встретить, но еще не вечер. Максимальный уровень стал 70-м, были добавлены 2 новые расы Дренеи и Эльфы Крови, новая профессия Ювелирное дело, а сама игра получила просто невероятное количество правок баланса и структуры. Рейды теперь не на 40 игроков, а на 10 и 25. Многие специализации заиграли, хотел сказать, по-новому, да некоторые вообще хотя бы заиграли. Были введены полеты и, конечно, изменена структура прокачки. Теперь 50% времени примерно вы качались до 60 уровня. Затем примерно столько, ну, все же немножко побыстрее за счет прокачанных талантов и скиллов, вы качались в Запределье до 70-го. Были добавлены арены, новые поля боя. Еще много чего интересного добавлено, переделано. Опять же, что такое БК мы с вами хорошо знаем за счет официальных серверов этих версий. И забавность в том, что уже тогда, в 2007 году, заговорили про смерть World of Warcraft, и это было очень смешно. Структура игры поменялась довольно резко. Из огромного Азерота нас загнали в Запределье, которое намного меньше. Кроме этого, произошел некоторый около редкон самый первый, хотя на самом деле нет, и многие удивились, что Illidan, который был этаким антигероем в Warcraft 3, тут стал полноценным злодеем. И это было очень странно. В общем, умирать, в кавычках, World of Warcraft начал именно с 2007 года, и БК уже не true версия.
версия. И вообще, боже мой, вы даже не играли в ванилу. Но факт остается фактом, так называемая допиленная классика Burning Crusade по своей сути и структуре стала приближена к современному World of Warcraft, будь то к Легиону или Shadowlands, гораздо ближе, чем к классике. Настолько там много было изменений. А сюжет на ЖБК был построен следующим образом. Иллидан после поражения в битве с королем Личом бежал в Запределье, но он уже не служил Килджедену и был сам по себе. Он начал готовить Запределье к атаке Пылающего Легиона, пленил Макторидона и пичкал остатки орков его кровью, отчего те окончательно зверели, разграбил Зангарток и тайно подготовил воинов Иллидари, охотников на демонов, а также научил кровавых эльфов во главе с Кельтасом питаться энергией скверны, чтобы утолять мана-голод. Однако этим всем Килджеден воспользовался в своих целях, разработал многоходовочку и ударил по всем фронтам. Во-первых, начал вторжение в Азерот через темный портал. Не сколько для полноценного вторжения, сколько для провокации. Герои, разумеется, отбили атаку демонов и начали уже свое вторжение. Так началась война за Запределье. По сути, Килджеден стравил войска Азерота с Иллиданом, и те штурмом взяли Черный храм. Пока Азерот оставался без защитников, Пылающий Легион вторгся через Санвел. Но там еще и в Зуламане был небольшой движняк, да. И закончилось дополнение, когда герои отбили атаку у Санвела, изгнали Килджедена и не позволили Пылающему Легиону вторгнуться. Как я уже говорил, The Burning Crusade многие олды называют золотым временем World of Warcraft. Ведь это была дополненная классическая концепция и геймплей, в котором появились полеты, рейды стали сложнее, но рассчитанные на меньшее количество людей, и стало проще собирать статики. Появилась арена, новые РВР активности в Open World и много чего еще интересного. Но при этом в игре не было этих ваших казуальных систем поиска рейда и группы. Все это делать надо было ручками и ножками. И огромное количество людей на Западе пришло в игру именно в этом дополнении. И путь многих героев начался с Burning Crusade. Однако, если говорить про СНГ сегмент, то путь большинства наших игроков начался слегка попозже. Но лишь воодушевив сердца своего народа, ты узнаешь, что такое истинная победа. Знай это, ибо когда мои дни будут сочтены, ты станешь королем. Гнев Короля Лича — это второе дополнение к World of Warcraft, которое стало самым популярным в истории игры, а также, по мнению огромной массы игроков, является самым лучшим. Для исследования игрокам был предоставлен огромнейший материк Нордскол. Максимальный уровень был повышен до 80-го, и был введен новый героический класс Рыцарь Смерти. Добавлена новая профессия начертания. Теперь энчантеры могли спокойно переносить чары на свитки, а раньше все шмотки чарились вручную через окно торговли. Появилась новая сложность для рейда героическая. Добавлено много нового ПВП, будь то берег древних, остров завоеваний и, конечно же, озеро ледяных оков. Все это с осадными машинами, разрушаемыми объектами, а также была добавлена парикмахерская и многое другое. В последних патчах же была введена система автоматического поиска группы. Именно в этом дополнении появились официальные русские сервера и полноценная локализация. С точки зрения повествования сюжета, WoW вышел на новый уровень. Синематики, озвученные ключевые диалоги, кат-сцены, все это позволило подавать сюжет более линейно и понятно. Сам же сюжет повествовал о пробуждении Короля Лича и начале массового вторжения плети в Азерот. В припатче ЛК был даже особый ивент с вурдалаками, который недавно попытались повторить Близы в припатче Shadowlands. После этого вторжения герои Азерота отправились на Нордскол и выступили против Короля Лича, сначала уничтожив его крепость Наксрамос, затем остановив древнего бога Йоксарона в Ульдуаре, когда тот чуть не привел к апокалипсису. Ну и после турнира герои начали штурм цитадели Ледяной Короны, на вершине которой нас ждал Артас. Интересный факт. Несмотря на то, что многими олдами ценится именно БК-версия WoW, если рассматривать, например, сегмент пиратских серверов, то даже на Западе 90% подобного комьюнити сидят именно на ЛК. В СНГ-сегменте ЛК ценится особо хорошо, и до сих пор он обожаемый, к нему испытывают тонну ностальгии, а его механики стали одними из самых любимых у игроков. Но и не стоит забывать, что именно гнев Короля Лича стал пиковым для World of Warcraft с точки зрения онлайна. 13 миллионов активных подписчиков. Все пошли смотреть на завершение истории Артаса. Отец, все позади? Теперь да.
Короли не правят вечно, сын мой. World of Warcraft «Гнев Короля Лича» стал той самой золотой серединой World of Warcraft, где было идеальное соотношение казуальности и хардкора, достойное количество контента, хорошее PvP и невероятно эпичный сюжет, рейды и многое другое. Однако в мире онлайн-игр начался просто невероятный движ. Огромное количество конкурентов как в жанре MMORPG, так и игр сессионок просто начало заваливать рынок. Индустрия начала резко меняться, и Blizzard принимают решение о выпуске самого спорного аддона в истории WoW, который изменил все. И все сгорит дотла в тени моих крыльев. Без всяких преувеличений, но Катаклизм был одним из самых ожидаемых аддонов в истории WoW. Blizzard рассказали кучу интересностей. О переделке старого мира, открытии полетов в нем, про новую систему развития персонажа Путь Титанов, про археологию, про автоматическую систему сбора рейдов и кучу еще всего прочего. И Катаклизм — это аддон, который разделил WoW и его комьюнити на две части. Все, что было до него, то есть Ванила, БК и ЛК, теперь условно могли называться старым WoWом. Или, как теперь их называют в общем, классическая эпоха. Катаклизм же задал курс на новый WoW, который строился по слегка другим канонам и другой структуре. Но для начала, что принес новый аддон? Ох, во-первых, были перерисованы и переделаны куча старых локаций Азерота. Теперь даже старые игроки, которые уже успели изучить все локации, могли открыть их для себя по новой. Левел-кап был повышен до 85-го, всего на 5 левелов, хотя в двух прошлых было аж на 10. Новые расы, гоблины и воргины. Новое сочетание раса-класс, таурены-паладины, дворфы-шаманы, эльфы-воины, тролли-друиды, вспомогательная профессия археология, полеты в Азероте, новая система талантов и переделка классовых механик, значительное улучшение графики, система поиска рейда, новая система гильдий, которые теперь надо было прокачивать, но которые давали крутые бонусы. А вот система Путь Титанов в итоге была отменена, и была лишь переделана система символов. Вообще, эта система Путь Титанов должна была стать этаким альтернативным методом подъема силы своего персонажа. Это весьма сложная система для объяснения, но можно условно сказать, что это отдаленно, но напоминало систему артефактов из Легиона, хотя очень условно. А археология должна была быть изначально полноценной профессией и гораздо более интересной. Просто интересный факт. Ну и целая куча других мелких нововведений, прям реально куча, и все перечислять я откровенно заманаюсь. Сюжетно же Катаклизм был странным. Завязка в том, что древний бог свел с ума дракона Смертокрыла, и тот вырвался из глубин, да давай калашматить Азерот, творя бесчинство и разрушения. И Азерот начал сыпаться. С точки зрения мира материального и духовного, духи и элементали начали сходить с ума, затем еще культ Сумеречного Молота во главе с Чогалом начал дела вытворять. В общем, Азерот трещал по швам, и надо было с этим что-то делать. Многие считают, что Катаклизм якобы оказуалил игру. Сколько я этого наслушался. Вот в ЛК был хардкор, а в Кате все начали дико упрощать. Вот раньше было лучше. Но забавность в том, что когда Ката только вышла, она была невероятно хардкорной по сравнению даже с ЛК. Мобы в инстах, особенно в героиках, так насиловали игроков. Первый рейд был настолько лютым, что игроки даже удивились, мол, Blizzard, а вы не перестарались. Хотя не то чтобы они перестарались, просто они решили, что дать игрокам действительно интересную и сложную механику рейдов и инстов будет здорово. И если не соблюдать эту тактику, то не контролить мобов, не пулить паки максимально осторожно, то беготня в ПВЕ будет адской болью. Но игроки этого не схавали. В итоге игроки были услышаны, но в будущих патчах Близы перестарались уже в обратную сторону, вместо того, чтобы найти золотую середину, да. Кроме этого, переделка классов вызвала нешуточный вайн. Переделка старых локаций больше оказалась бесполезной фичей, чем полезной. Да, лороведы пробежали их, все норм, но для масс игроков это было не то чтобы сильно важно. Старые тоже были по-своему хороши, их можно было подсвежить, но не переделывать чуть ли не с нуля, не уверен, что это было необходимо. Столицы, да, они изменились в лучшую сторону, но остальные локации едва ли. Плюс к этому еще возник лютый вопрос к хронологии, ведь действия Катаклизма были после БК и ЛК, но мы вначале видим разрушение Смертокрылом, затем мы уходим в Outland БК, затем в North
School LK, и потом опять возвращаемся в разрушенный Азерот. И началась небольшая путаница с таймлайнами. Масло в огонь подливал и провальный патч возрождения Зандаларов, который вышел крайне скудным. Это был первый патч без нового рейда, только с данжами на 5 человек. Причем данжи по сути были перекрашенными классическими, еще и дико перегруженными с точки зрения количества боссов. И когда люди кричат и гневаются, это одно. Можно хотя бы собрать фидбэк, но гораздо страшнее, когда твою игру начинают покидать молча, разочарованно. И первая половина катаклизма стала для WoW действительно катаклизмом, как бы иронично это ни звучало. Однако, если начинать разбирать всю подноготную этого аддона, то на деле окажется, что многие вещи были вообще-то необходимы, но в то же время некоторые были откровенно лишними. Постараюсь объяснить. Игроки со стажем 100% помнят, что ответом на вопрос, почему нельзя летать в Азероте, всегда был крайне уклончивый по техническим причинам. Однако те, кто был чуть более любопытный и действительно изучал локации, прекрасно понимал, что Азерот был вылизан только в тех местах, где его видят игроки. Но левел-дизайн штука гораздо более сложная, чем многие думают. Если бы игрокам дали возможность летать именно в старом Азероте, то они бы увидели целую кучу таких косячков на локациях, будь то неровные швы, летающие текстуры, просто какие-то ровные плато или ямы, в общем, много чего. И допускать, чтобы это все увидели игроки, было нельзя. До сих пор ведутся споры на тему, надо ли было переделывать эти локации с нуля. И по большей части да, надо было, потому что тот уровень доработок, который надо было внести в локации, чтобы открыть там полеты, вполне тянул на полноценную переделку. Единственное, что возникла путаница в таймлайне, и это правда косяк. Но у Близов было два варианта: оставить все как есть и не вводить полеты, либо переделывать локации, тратя на это тонну сил и времени. Как было нужно сделать, все субъективно. С одной стороны, представить WoW без полетов в Азероте уже очень тяжко. И что делать с новыми локациями? Ведь и в ЛК у нас были полеты, и в БК, а действия нового аддона были на Азероте. И чисто в теории, да, мы должны летать в Азероте. С другой стороны, игроки, у которых есть эти полеты, на старые локации возвращаются крайне редко. Но у Варкрафта нету перехода между локациями. В общем, если разбираться более подробно, то да, полеты были нужны, и переделка локаций тоже была необходима. Единственная проблема, что надо было переделывать прокачку, чтобы люди не бегали в БК и ЛК. Примерно как сейчас, да. Но что сделано, то сделано. И несмотря на то, что к концу аддона все устаканилось, как по контенту, так и по балансу, количество подписчиков все равно упало с 13 миллионов до 8, а к концу аддона выросло снова до 10 в преддверии нового аддона, который многих игроков удивил еще сильнее, чем катаклизм. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Почему мы сражаемся? Чтобы защитить свой дом и семью. Чтобы сохранить равновесие и достичь гармонии. Для нас главный вопрос: ради чего стоит сражаться? Да, это был полноценный аддон в азиатской тематике. Многие удивились, какие к черту панды? Какая Пандария? Какие еще китайцы? Это Warcraft или Кунг-фу Панда? Так что же принесли туманы Пандарии нового? Максимальный левел теперь 90-й. Снова небольшой буст графики за счет технологии SSAO, увеличение дальности прорисовки, детализации мира, теней, освещения, полная переделка системы талантов на ту, что мы видим уже сейчас. Новый континент Пандария. Этакая азиатская земля с бамбуком, нефритом, цаплями и могу. Раса пандаренов и класс монах. Причем, знаете ли вы, что во времена Варкрафта 3 пандарены были анонсированы как шутка, которую многие восприняли чересчур всерьез. И людям это понравилось. И Мэтсон такой сидит: ни хрена себе, надо срочно вписать их в лор. И что самое забавное, еще во времена классических версий World of Warcraft отсылки на пандаренов в игре были. Например, пустые бочки ченя в степях, упоминание пандаренов в диалогах детей в Штормграде, остатки морских черепах в Пандарии, ну и по слухам их собирались добавить еще то ли в ваниле, то ли в БК. По старому лору, пандарены родом с Калимдора, и кентавры прогнали их в когтистые горы. В настольной игре Warcraft Roleplay Game сказано то же самое, хотя эта настолка сейчас считается вне канона. Так что планировали их уже давно и просто ждали подходящего момента. Также были добавлены новые подземелья и рейды, конечно, система сценариев, вердите сценарии, суки, режим испытания, прохождение данжей на время, новые БГ и арены,
систему битвы питомцев, этакие покемоны внутри World of Warcraft, бойцовскую гильдию, перековку, верните перековку, суки, и, конечно, добавили новые рейды и данжи. Я выскажу крайне непопулярное мнение, но лично я считаю, что Пандария была великолепным аддоном. Да, у нее были проблемы на старте, когда бисовый пререйдовый шмот приходилось брать за репутацию, а репутация качалась исключительно дрочевом дейликов. Вы помните этот шедевр от орка-подкастера «Делай дейлики, осел». Но уже в следующем патче это было перелопачено, в каждом патче теперь нам давали новую зону, сначала это был остров Грома, затем вневременной остров, на котором было довольно весело. Blizzard приняла довольно много странных и нестандартных решений, чтобы остановить массовый отток игроков. К 2012-му вышла масса конкурентов: Свтор, Терра с революционной боевкой, ГВ2, которая и по сей день единственный адекватный конкурент Вова по уровню механик. В общем, Близзардам надо было брать яйца в руки и желательно свои. Но вот взять те же таланты. Древовидная система была полностью упразднена и ввели вот эту вот систему тиров нашу современную. И это оправдало себя, ибо новая система контента, его разнообразие заставило регулярно менять билды, и старая система для этого ну просто не подходила. Вторым важным и хорошим решением были кросс-серверные локации. До этого уже были кросс-серв БГ, рейды, инсты, а теперь еще и локации, да. И теперь игроки на низкозаселенных серверах могли встречать игроков с более населенных. И весь этот полноценный кросс-серв оживил многие мертвые рилмы, перемешав все сервы между собой. И это хорошо. Теперь маунты и достижения едины для всего аккаунта. Ачивка-дрочеры, твинководы ликовали. Это было потрясающе. В СО, кстати говоря, до сих пор нет расшаривания ачивок. Колхоз червоно дышло. Хотя, конечно, были и минусы. Если даже не брать дрочево дейликов на старте аддона, то, например, печальную историю Террамора сделали просто сценарием в припатче вместо полноценного ивента. Но, как сказал Грег Ghostcrawler Street, лучше потратить эти средства и время на сам аддон, а не на проходной контент к этому аддону. В итоге, кстати, он оказался прав. На тему пандаренов тоже ведутся споры. Те, кто не может в лор Варкрафта, на серьезных щах утверждают про какую-то кальку с кунг-фу панд, про каких-то милых пушистиков, хотя пандарены были еще в Warcraft 3. Но на деле пандарены невероятно крутая раса с очень тяжелой историей и тонкой философией. Я, конечно, добрый, но могу уебать. И что до самого континента, ну, если вы считаете, что он плох, мне не о чем с вами разговаривать, потому что спустя столько лет сначала мы жрали зеленую скверну, потом мерзли в холодных землях Нортренда, затем горели в огне и лаве, а еще от переделки игромеханики. И теперь наши глазки и наша нервная система просто могли успокоиться. Это спокойные и гармоничные пейзажи, приятная уху музыка, природа, цикады, нераздражающие и даже забавные моментами враги, а также очень много интересной мифологии и этакого уся настроя. И в Пандарии ты натурально чилил, познавал дзен, копался на огороде, отдыхал от всех этих тотальных свистоплясок. И не знаю как вам, но мне лично все это безумно нравилось. Это, наверное, единственный аддон, когда я реально хотел прокачивать репутацию. Ради водомерки, чтобы бегать по воде. Но особенно ради облачного змея, которого ты должен был выращивать сам. Это было безумно круто. То же самое по структуре контента. Было много именно казуального и веселого контента. Без этого вашего мета-хардкора пахального дрочева. Хотя те же гибкие рейды были абсолютно бессмысленными. Имхо, еще одна сложность между ЛФР и обычкой, что не особо имело смысла, как по мне. И благо, что да, сейчас сделали более адекватную систему и впихнули эту гибкость во все другие сложности. Хотя эксперимент был, безусловно, важный, забавный. Но вот те же сценарии, ну они были очень хороши. Были героики, но не было эпохальных этих ваших рейдов. Хотя они мне, конечно, не мешают. Я за эпохальные рейды. Но вот не было этих эпохальных данжей, простите. Я до сих пор не перевариваю систему эту. А еще был очень крутой сбор легендарного плащика. И не говорите, что он был не крутой. У него была офигенная сюжетка. Настолько было спокойно, стабильно. Крабишь спокойно героики с ЛФР, фармишь доблесть, одеваешься, спокойно покоряешь рейды. Осталось время, бегаешь репку, крабишь, сценарии. Да хоть петов качаешь, система битвы питомцев же была введена. Все было проще, как мне кажется. А какое в Пандарии было ПВП. Ух. 14-15 сезоны навеки в моем сердечке. И несмотря на то, что я начинал играть именно с Лича, до сих пор мой любимый аддон это, наверное, Пандария. И я безумно по ней скучаю. Но и да, еще именно в Пандарии я пришел на официальные сервы. Видимо, это тоже очень сильно сказывается, чего греха таить. Я настолько много про нее уже наговорил, что совсем забыл про сюжет. А сюжет, собственно, прост. Во время войны древних и первого вторжения Пылающего Легиона на Азерот, материк Пандария был скрыт от всех густой пеленой туманов в
далеком море. Однако после катаклизма материк был случайно обнаружен кораблями Альянса и Орды, и сразу же началась мясорубка за право закрепиться на этом острове. Однако ни красные, ни голубые не подозревали, что на этом острове живут более чем разумные расы, и пандарены временно, но прекратили эти разборки, посвятив фракции в местную жизнь. Оказывается, что Пандария в некотором роде отравлена одним из древних богов Ишараджем, который насылает безумие в виде духов Ша, которые сразу же активизируются по прибытии крайне разъяренных чужаков. Героям же предстоит объединиться и остановить древнего бога и его козни по всей Пандарии, будь то безумие богомолов, повелителя Могу Лейшеня. Но этот остров скрывал нечто очень мощное и темное, и Ишарадж поразил разум вождя Орды Гарроша Адского Крика, отчего тот разрушил вечно цветущий дол и забрал темное сердце Пандарии. Закончилась же Пандария одним из лучших патчей и рейдов для WoW, триумфом Грега Стрита как геймдизайнера, осадой Аргримара и взятием Гарроша в плен. Но, к сожалению, если говорить о подписчиках, то их количество все равно продолжало падать. Да, далеко не все оценили азиатский сеттинг, который дал весьма странный экспириенс, плюс конкуренты, которые начали давить World of Warcraft. Многие думают, что если бы не китайский рынок, то падение было бы еще более страшным, хотя успех WoW Пандарии в Китае очень условный, ибо на китайском рынке начали доминировать, во-первых, внутренние проекты, во-вторых, сессионки типа World of Tanks. Да и вообще, в мире сессионки начали затмевать собой полноценные онлайн-проекты. Пандария, по моему личному мнению, была очень хороша и гармонична, но положение дел это не спасло, и близы решили прибегнуть к ностальгии. Мы не будем рабами! Но мы будем завоевателями! Вожди Дренора — это пятое дополнение к World of Warcraft, которое считается одним из самых слабейших и нудных в его истории. И на это повлияло довольно много факторов и причин, но для начала расскажу, что было в нем новенького. Повышение левелкапа до 100 уровня, новый континент, и даже не континент, а планета Дренор, причем Дренор прошлого, причем в альтернативном сторилайне. Вы уже запутались? Вот-вот. Гарнизон, наш оплот на чужой земле. Новые модельки персонажей, очень крутые, кстати. Правки классовой механики вновь, новые поля боя и арены, а также PvP-зона Ашран. Новые подземелья и рейды, это очевидно. И самое главное в системе рейдинга — эпохальная сложность рейдов, что, кстати, момент очень положительный. Начиналось все на самом деле довольно круто. Крис Мэтсон изображал орка, зал ревет, идет презентация, все были в предвкушении. Да, долой няшных панд! Орки, 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 орки. Хотя завязка сюжета вызвала большие споры. Сами посудите. Сын Смертокрыла, Гневион, освобождает Гарроша из темницы и с помощью дракона из стаи бесконечности помогает тому переместиться в Дренор времен становления Первой Орды. Гаррош убеждает своего отца Громаша Адского Крика не пить зеленую жижу, ибо тогда демоны нагнут их, но он дает им технологии будущего, технологии Коркрона, и формируется новая Железная Орда. И, по сути, ничего не меняется, черт возьми. С какого-то хера достаточно миролюбивые орки, ну, они, конечно, не пацифисты, с ограми там постоянно воевали и всякое такое, но они не сраные варвары. Короче, с какого-то хрена Железная Орда начинает подчинение Дренора себе, будь то разнос дринеев, миролюбивых, огров, ну и начинается вторжение в Азерот. Зачем? Хрен его знает. Я напомню, что Первая Орда вторглась в Азерот, потому что Дренор умирал, и им было, по сути, нечего жрать. Зачем им Азерот сейчас? Я не понял. Разумеется, герои отбивают атаку орков из нового темного портала и сами вторгаются в Дренор, где строят базу и начинают уже свою экспансию в виде миротворческих сил. За демократию, суки! Что до гарнизона, то все рассчитывали, что это будет что-то вроде домов, где персонаж может строить разные интересности и жить в нем эпизодически. Кто-то надеялся на элементы стратегии а-ля Warcraft 3. Сами же близы позиционировали его как какой-то альтернативный и крутой метод подъема силы персонажа, как они планировали еще в Катаклизме с Путем Титанов. На деле же гарнизон
оказался очень обрезанной песочницей, для которой ты тупо фармил ресы в open world, затем строил нужные тебе здания по шаблону, а потом раз в какой-то период прибегал, чтобы собрать цветы и руду, скрафтить какую-нибудь хрень, взять квест, там сделать дейлики, да проверить командирский стол в пару кликов через аддон. И если честно, это было весьма скучно, так и еще и сломало к херам всю экономику от переизбытка ресурсов. Я уж молчу про то, как сильно лагали эти гарнизоны в первые дни дополнения, и все игроки просто перемешивались в слоях и орали: «Чё тебе надо у меня в гарнизоне, бля?» Объективно, но не все было прям плохо. Сюжет, конечно, абсурдный, но подавался он очень годно. Система этаких сюжетных глав позволяла следить за ним более адекватно. Было очень много кат-сцен, синематиков, много где давили на ностальгию. Левелинг был вообще не напряжный, достаточно веселый, а сами локации безумно красивыми. Тот же Гаргрон даже сейчас вызывает восторг. С точки зрения самой структуры прокачки, сторилайна и open world, Дренор был очень хорош, и по сей день качаться в нем совсем не душно и очень весело. Ну и отличный рейд и данж контент. Это неизменно хорошо у Близов в любом аддоне. Вот давайте честно. Они мастера делать великолепные данжи и рейды. Думаю, что все помнят диалог этих двух орков. Это было сделано круто и с душой. Ну, не придраться. Но на этом плюсы, как по мне, закончились. Роль гарнизона заключалась в дейликах, плюс у зданий формировалась определенная мета, и куча игроков в гарнизоне было невероятно скучно. Вместо нормальной столицы мы получили какую-то деревню в Ашране, сильно упростили крафт и еще сильнее убили его роль в игре. Ашран был не какой-то прям интересной PvP локацией, как все себе представляли, а просто катание зерга туда-сюда. Хотя, знаете, и на том спасибо, Ашран в первые месяцы аддона был довольно веселый. Но надо понимать, что играют в WoW не только рейдеры, что, кстати, в некотором роде парадоксально, но это правда. И спустя какое-то время, когда вы вкачали себе твинков, гарнизоны, поцеловали всех дренорских белочек, делать в игре было нечего, ибо какого-то казуального контента было очень мало. И даже когда вышел патч 9.1, а он тоже вышел без рейда на старте, но привнес кучу полезного, вроде новых моделек бладельфов, новую систему наследуемых шмоток, правки баланса, движка, по сути весь патч был направлен на исправление гарнизонов и их улучшение, и спасло это положение, правда, довольно слабо. Более-менее спас положение патч 9.2, когда были открыты танаанские джунгли, которые, лично по моему мнению, не шли ни в какое сравнение с вневременным островом Пандарии. Гарнизону прикрутили гавань, и вместо какого-то интересного контента это был просто очередной стол с дейликами. Ну и были введены первые данжи эпохального уровня сложности, а также ввели цепочку квестов для легендарного кольца, ради которого надо было очень много гриндить. Ненавижу эти сраные апекситовые кристаллы. Ну и были введены полеты, ради которых надо было качать репу. Тому, кто это придумал, надо гвоздь в голову забить. Пройти сюжет? Да. Открыть все локации на 100% по земле? Да. Но репутация? Засуньте ее себе в задницу. В общем и целом, сам патч был неплохим. Он исправил общую картину аддона, но если рассматривать аддон все еще глобально, то он все же был посредственный. Он был даже неплохим, он был тупо никаким. После Пандарии ушел Грег Стрит и пришли новые геймдизайнеры. Это сильно отразилось на игре. Не сказать, что в негативную сторону. Эпохальные рейды были хорошим решением. Локации и прокачка стали очень крутыми. Но общий настрой игры, количество казуального контента, этого начало становиться все меньше и меньше. Игра начала делать упор на откровенно задротский контент. И если вы не рейдер или True Dungeon Master, то в игре вам было тупо нефиг делать. Количество подписчиков скакануло сначала до 10 миллионов, чисто на хайпе, но когда аддон вышел, рухнуло еще сильнее, чем в Пандарии, ибо кредит доверия к Близам был натурально подорван. Гарнизоны – плохо. Крафт и экономика – плохо. Упрощение одевания с точки зрения характеристик, камней, даже перековку убрали – плохо. Локальный сюжет – забавно, весело, даже интересно, но глобальный – плохо. Короче говоря, Дренор объективно провал. У него есть крутые вещи, но количество минусов оказалось больше. Количество подписчиков упало до 5 миллионов, и Blizzard с тех пор перестали выкладывать статистику онлайна. Давно пора, скажем так. Так что Близы решили разыграть туз в рукаве. И нас ждало дополнение, от которого никто ничего не ждал, но это оказалось чуть ли не лучшим дополнением за всю историю World of Warcraft.
Легион — это шестое дополнение для World of Warcraft, которое в пух и прах разбило утверждение, что Близзарды уже не те, и они не могут. В некотором роде этот аддон можно охарактеризовать как «могут», если захотят. Поговорим о его нововведениях. Максимальный уровень был повышен до 110-го. Новый героический класс Охотник на демонов, доступный только эльфам. Новая PvP-система уравниловки и PvP-талантов. Система артефактов. Оплоты классов. Новый континент Расколотые острова. Улучшение трансмогрификации. Гномы теперь могут быть охотниками! Система ключей Мифик Плюс. И, конечно, новые рейды, данжи и изменения геймплея и баланса. После того, как Дренор провалился, Близзы решили срочно менять политику игры и снова перелопатить все. Взяли все хорошо работающее за всю историю игры, отполировали до талого и сделали на этом акцент. Например, Расколотые острова мало того, что сами по себе являются легендарной территорией, где расположена гробница Саргераса, так еще и сделана она была по примерно тем же канонам Дренора. То есть локации были интересные, с хорошей подачей сторилайна, с неплохими локальными заданиями, которые заменили унылые сайд-квесты, много интерактива и, конечно, они были очень красивые и разнообразные. Хотя прокачка в Легионе, как мне показалось, была длиннее Дренора, она не утомляла и оставляла приятное послевкусие, если так можно сказать. Гарнизоны были изменены и доработаны, они превратились в оплоты классов. Теперь каждый класс обладал своим этаким храмом с отдельной сюжетной линией, с квестами, интерактивом, какими-то полезными фишками, но самое важное, в них не надо было ночевать, они были, сука, интересными. Нам дали полноценную столицу, причем общую. Это снова был Долоран, причем обновленный. Единственный минус, лагал он как падла и грузился неделю, если у вас не было SSD Винчестера. В остальном он был достаточно хороший и удобен. Ну и, конечно, система артефактов. Теперь каждый спек получал свою уникальную пуху. Эшбрингер, Морозный Жнец и Вестник Холода, созданные из осколков Ледяной Скорби, Когти Урсока, Феламелорн и так далее. Да, это разгоняло масштаб эпика до небес, но всем было насрать, потому что это было безумно круто. Делики сменились на локальные задания, которые были их идеальными заменителями. Без подобных вещей в ММО никуда, так что если делики, то только такие. Плюс были PvP-локалки, тоже не хухры-мухры. Артефакты тоже надо было прокачивать и слегка кастомизировать. И в сочетании с классовыми оплотами это было все еще круче. Как вам, например, сюжетка ДК, где надо было собирать всадников, и ради тела Тириона Фордринга мы должны были ворваться в оплот паладинов. И каждая цепочка была крутая и уникальная по-своему. И в конце вы получали уникальный титул и крутого летающего маунта. Для хардкорщиков теперь были не только рейды в эпохальной сложности, но и система Мифик Плюс данжей, которая была вдохновлена системой фракталов из ГВ2. Только она была более задротской и проработанной. И если честно, для меня это больше минус. Я считаю, что система должна быть более лояльна к казуалам, но об этом мы поговорим потом. Но, наверное, одним из главных факторов успеха был быстрый выход патчей для Легиона и само их количество. Если в Дреноре контент патчей было всего 2, то в Легионе их было 5. И каждую обнову как-то полировалось все это дело, заводился контент, улучшалась система и продолжалась сюжетная линия. Кстати, о сюжете. Сюжет Легиона повествует о том, что Гул'дан из альтернативного Дренора отправляется в наш Азерот, где триггерит гробницу Саргераса, чем призывает Пылающий Легион. Началось вторжение. Уже никто не кричал «За Альянс! За Орду!». Тут все объединились ради общей цели «За Азерот». Хотя к сюжету есть претензии, безусловно. Если сам триггер вторжения еще можно схавать, хоть как-то они сделали сюжет Дренора важным, то вот его начало... Во-первых, слили несколько героев. Если Вариан погиб ну очень круто и эпично, то моего любимого вождя Волджина слили просто заточкой в бочину. Как лоха. Что за хрень? Только я обрадовался, что в Пандарии у нас появился новый вождь адекватный. Его сливают в следующем аддоне. Ну, в следующем, потому что в сюжете Дренора он почти не фигурировал. Короче, F2 Волджин, духи, хотя не духи, а хюхи, говорят ему, что надо сделать вождем Сильвану Ветрокрылую. Так и происходит. И поначалу я даже обрадовался, я всегда считал Сильвану очень крутой. Но да, во всем есть подвох. Однако для меня сюжет Легиона почти идеален, и я готов простить им этот убогий тупой твист исключительно из-за одного. Это грамотное и адекватное завершение сюжета Иллидана Ярости Бури. Его реабилитируют. После событий Черного Храма он становится лидером в войне с Легионом и ведет нас до конца. И один из самых крутейших моментов во всем сюжете WoW за все года его существования — это выбор избранного, когда Иллидан отказывает Зере в ее требованиях принять свет и просто уничтожает ее. Свет
Свет дарует тебе новую жизнь. Это решать не тебе! Свет исцелит твои шрамы. Они часть меня! Путь света — твоя судьба. Моя судьба в моих руках! Ты погубил нас, предатель! Лишь вашу слепую веру. Нет никакого избранного. Только мы и наши враги. В общем, так мы и бились с Легионом, используя классовые оплоты, легендарные артефакты и разогнав масштаб эпика до талого. О чем говорить? В финальном патче мы отправились в космос на чертов Аргус, где сразились с Титаном, освободили Пантеон и пленили самого Саргераса. Так был побежден Пылающий Легион, идеально завершена история Иллидана, и дан задел на следующий аддон, когда Саргерас в последний момент вонзил клинок в Азерот, следуя логике «не съем, так поднадкусаю». Легион был почти идеальным аддоном. В нем было очень много контента для всех слоев игроков, и для казуалов, и для твинководов, и хардкорщиков. Даже крафт стал чуть более полезный, чем в Дреноре. ПВПшники хоть и крайне офигели от новой системы уравниловки, но вроде как она неплохо зашла людям. Арены бегались, в Аудоре люди тоже месились. Хотя большинству ПВПшников, да, все-таки не зашла уравниловка. Неважно. Ну и еще отсутствие ПВП-вендоров и Хонора было достаточно лютым недостатком, но плюсов все же было больше. Вера в Близов снова вернулась. Те показали, что могут. И вот таким должен быть новый Warcraft. И мы готовились к новому аддону, предвкушая что-то не менее интересное. Да, я хорошо помню тот BlizzCon. Как я смотрел этот трейлер, это было что-то с чем-то. Забегайте на Twitch, как-нибудь обязательно расскажу эту историю. Но да, если говорить о синематиках, то мой любимый синематик из всех — это именно трейлер битвы за Азерот. Такого эпика, графона, такой варкрафтовости я еще никогда не видел. Это настолько круто показана война Орды и Альянса, где у одних грубая сила, шаманизм, а у других крутые военные машины, а эти крики «За Орду! За Альянс!». Знаете, когда у меня недостаток мотивации, я включаю этот ролик как раз на моменте Сильваной, и как Саурфанг хватает флаг, и они начинают зарговать под бой барабанов. Какой к черту Войтенко? Битва за Азерот. В общем, после трейлера я был на диком хайпе, как и многие. И когда показали нововведение World of Warcraft, то все офигели. Все начали кричать, что ура, WoW возвращается к истокам, долойте космосы, титанов, прочее. Война, осады, ПВП. Что же принесла нам битва за Азерот нового? Максимальный уровень поднялся до 120-го. Эти цифры, если честно, начали пугать еще на 100-м. Два новых материка, Култирос и Зандалар. Теперь все сервера по умолчанию стали ПВЕ, но в игре появился вармод. Если вы его прожимали, то вы флагались и вас переносило на специальный слой для ПВПшников. Blizzard решили повторить систему артефактов Легиона и ввели Сердце Азерот, легендарную шею. Два новых ПВЕ режима, островные экспедиции и варфронты, а также новая система союзных рас. Сюжет нового аддона повествовал не просто о каком-то локальном конфликте, а о настоящей четвертой войне. Я напомню, что третья война — это событие Warcraft 3. В Азероте появляется новый ресурс Азерит. Кровь Титана обладает огромным энергоресурсом, и из него можно делать просто страшное оружие. За обладание Азеритом начинаются конфликты, но полномасштабная война начинается, когда Сильвана Ветрокрылая сжигает мировое дерево Тельдорасил, дом ночных эльфов. Зачем она это сделала? Хрен его знает, я плита. И между
Между Ордой и Альянсом начинается тотальная мясорубка, в которой Альянс штурмует Подгород, но Сильвана решает залить его чумой. В итоге никто не выиграл, однако Саурфанг был взят в плен. Ордынские диверсанты проникают в Штормград и спасают пленную зандаларскую принцессу в надежде, что империя зандаларов в благодарность поможет им в войне. Альянс не отстает и отправляется на Култирос просить помощи у морской империи. БФА на деле оказался довольно спорным аддоном. Вроде бы Близы поняли, как надо делать WoW, и что игроки ждали повторения Легиона, что Близзарды хотели его повторить, но на деле получилось все немножко через жопу. Снова можно отметить положительные моменты. Локация, структура локаций, это Близы делать научились, это бесспорно. Вторым плюсом снова стала PvE-система, ибо рейды и мифик плюс данжоны снова стабильно хороши, хотя усадьба подбешивает, конечно, но в остальном нормально. А вот с точки зрения сторонних фишек все немножко не очень. Ну вот, например, новые варфронты. Выглядело и позиционировалось это как что-то эпичное. Осады, катапульты, плюс обещали воссоздать такую механику стратегии, черт возьми. Но вы понимаете, или возможно помните, что ни хрена они не сделали. Гарнизоны оказались одновременно и слишком замороченными, и наоборот слишком упрощенными, как бы вот парадоксально это ни звучало. Короче, они оказались проходным контентом. Если просто играть и хоть что-то делать, проиграть на фронтах было довольно тяжело. Но в силу вступал человеческий фактор, никакого Warcraft 3 там и в помине не было, и даже героические фронты были весьма такое себе. По сути, это был просто сценарий, который надо было сделать один раз ради халявной шмотки. И все. Делать там было, в общем-то, нечего. Причем еще был дисбаланс, что сначала фронты штурмует одна фракция, потом другая, отчего Орда на старте имела преимущество по ГСу в рейдовой гонке, пусть и не сильно большое. Экспедиции должны были стать таким аналогом сценариев, но это тоже оказался крайне проходной контент, но при этом крайне перезамороченный, созданный для фарма Азерита и фарма различных маунтов, игрушек. Но Азерита при этом сыпалось достаточно много, а игрушки с маунтами добивать, это там была целая сильно перезамороченная система, и никто этим просто не стал заниматься. В общем, в экспедиции ты особо и не возвращался. Причем даже PvP экспедиции были и не PvP вовсе, они были PvE. Просто мобы как бы пародировали поведение игроков, знаете, более подкрученный искусственный интеллект, не более. В общем, в теории должен был стать хороший около рогалик, на деле вышло, ну такое. Оплотов было не больше, был только трухлявый кораблик. Шея даже половины крутости артефактов не имела и почти никак в первых патчах не влияла на геймплей. В общем, возник такой парадокс, как бы я его назвал. Вроде бы контента на старте дали много, но на деле мало. Вместо Легион 2.0 получился Легион 0.5. Хотя я не стану лукавить, к следующим обновлениям ситуация действительно стабилизировалась. Будь то на сжатары бентосный шмот, плюс тогда еще было очень много правок, и имхо, но патч 8.3 был очень крутой. Да, порча была довольно своеобразной хренью, но все равно довольно интересной. Плюс введение анзота, плюс вторжение, да и сам рейд, конечно, мое почтение. Но, увы, опять же, глобальных фишек аддона это как-то не поправило. И получилось так, что Близы взяли огромное количество новых идей, но почти ни одну не довели до ума. У нас получился этакий переизбыток проходного контента. Движение есть, прогресса нет. И даже ситуация с патч-контентами особо не спасла положение. Как говорил Орк, Близы перемудрили, откровенно. Напихали в один патч кучу всего, оно все работало через жопу, а в следующем патче уже было и не нужно. Но надо было срочно что-то новое хреначить. Нельзя сказать, что БФА был плохим. Нет, это бред. Уж не хуже Дренора это точно. Но тем не менее, БФА показался людям скучным и немножко странным. Закончилась же битва за Азерот сражением с последним древним богом Нзотом и заливанием его всей той азеритовой силой, которую мы накопили за весь аддон. Однако это пофиг. У нас образовался самый настоящий рояль из кустов. Из-за определенных проблем с подачей сюжета и сценарием не совсем было понятно, почему Сильвана окончательно поехала кукушкой, но при этом Волжин поставил ее вождем. И если бы акцент сделали именно на этом и объяснили по-человечески, то рояль из кустов не был бы таким внезапным. Но оказывается, что есть в мире Варкрафта злодей, для которого абсолютно все события, что происходили в Азероте еще там со времен Третьей войны, если не раньше, это все была его многоходовочка. Вся вселенная Warcraft и весь его сюжет — это всего лишь гениальный и грандиозный злодейский план. А впрочем, это уже тема для нового ролика.
Да, хронометраж, конечно, лютый, ничего не скажешь. Но игре уже 17 лет, я напоминаю, и мы, по сути, за этот час разобрали историю длиной лет в 16 примерно. Тут уже ничего не поделаешь, но не переживайте. Вторая часть будет чуть-чуть попроще, надеюсь. И там мы поговорим про игромеханику и контент, и, конечно же, про современный World of Warcraft в целом. Можно считать, что именно вторая часть будет полноценным обзором самой игры World of Warcraft, но его предыстория не менее важна. Я надеюсь, что тебе все же было интересно. Ты не забудешь поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий, а также не забыть заглянуть в социальные сети разные по ссылочкам в описании, особенно на Twitch. Буду очень рад тебя видеть. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока.